Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 19 февраля, воскресенье. Сегодня мы с вами поговорим о внезапных учениях стратегических сил Российской Федерации. Постараемся понять, с чего бы это они и что имеют в Москве в виду, объявляя их именно в это время. Но начать я хотел бы все-таки с некоторых итогов Мюнхенской конференции, потому что это даст нам какую-то определенную систему координат, в которые будут в ближайшие недели, месяцы совершаться много событий, и прежде всего тех, которые касаются Украины. Итак, Мюнхенская конференция, последние пару дней. Там было, с моей точки зрения, два важнейших мероприятия. Вообще я вам хочу сказать, что почему обращается внимание столько на Мюнхенской конференции, потому что там определяется политический вектор в Европе. А сейчас самый главный вопрос – это Украина. Вот там он и определяется в этих дискуссиях. Стороны декларируют свои намерения, согласуют свои последующие шаги. То есть это своего рода, клуб заинтересованных сторон, который определяет свою политику. А потом на основании тех решений, которые там, или обсуждений, которые там состоялись, уже принимается конкретное решение о поставках, номенклатуры поставок, количества, скорость их и так далее. Так вот, за последние 2 дня, с моей точки зрения, применительно к Украине, да и России, собственно говоря, и всей Европы, имело 2 выступления. Вице-президента США Камалы Харрис и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Откровенно говоря, я впервые слышал речь Камалы Харрис, и должен сказать, что она на меня произвела глубочайшее впечатление, больше, чем выступление, скажем, Джо Байдена. То есть чувствуется, что выступал высококлассный прокурор. Я имею в виду Харрис, она действительно прокурор бывший. Коротко, ясно, с великолепным ораторским искусством она медленно, так, чтобы было понятно даже для идиотов, расставила важнейшие акценты, которые, в общем-то, помогут нам понять и избавиться от того сумбура, который появился в последние дни, начиная с памятной статьи «Вашингтон-Пост», которую мы с вами обсудили, и потом ее отголоски в ряде других средств массовой информации. Там, коротко говоря, там речь шла о том, что якобы позиция США изменилась, якобы Соединенные Штаты считают, что надо заканчивать с помощью Украины, якобы Соединенные Штаты настаивают, чтобы Украина забыла об освобождении Крыма и так далее. Так вот, Камала Харрис расставила все точки над «и». Это не было ее, так сказать, личное мнение, которое она высказала. Понятно, что вице-президент отработал содержание этой речи буквально до запятой с президентом. Итак, позиция Соединенных Штатов. Камала Харрис сделала акцент на 2 важнейших вопросах, почему Украина должна победить и почему Америка должна ей помогать столько, сколько потребуется. И это, я считаю, задает тон той кампании, которую давно уже администрация должна была активно проводить в американском обществе среди избирателей, среди которых в последнее время намечался, скажем так, серьезное снижение поддержки идеи продолжения помощи Украине. Харрис сделал акцент на 2 вопросах. Почему Соединенным Штатам необходимо помогать Украине? Первый – это моральный аспект. Это ценности, те ценности, ради которых американцы и другие западные избиратели могут, если нужно, затянуть пояса, немножко умерить свои аппетиты, потому что на кону те ценности, на которых сжизнется, в общем-то, вся западная цивилизация. Вице-президент обратил внимание на преступления, совершенные российской военщиной на территории Украины.
Раньше шла речь о преступлениях, о военных преступлениях путинского режима в Украине. Харрис подняла это на самую высокую, самую большую высоту, насколько можно. Она объявила это преступлениями против человечества. Причем я хочу вам внести ясность, потому что в некоторых СМИ используют термин «преступление против человечества», в других «против человечности». Хочу внести ясность. Это разные вещи. Вообще, когда в России было хорошее образование, я имею в виду просто в России, а в Советском Союзе, то термина «преступление против человечности» вообще не существовало. Существовал термин «преступление против личности человека», потому что человечность – это вот, есть такое выражение, самый человечный человек, то есть самый добрый, самый хороший, самый порядочный, самый честный. Вот что такое человечный, человечность. То есть преступление сейчас против человечности в нынешнем понимании – это преступление против отдельного человека. Пытки, убийства, нанесение тяжелых повреждений там, и так далее. А вот преступление против человечества – это вот его изначальный смысл. То есть те преступления, которые затрагивают, это наиболее тяжкие преступления, которые затрагивают всех людей планеты, все человечество. И вот, то есть хуже преступления на международной арене нет и быть не может. И не случайно оно не имеет срока давности. Так вот, по словам Камалы Харрис, Соединенные Штаты собрали достаточно улик, фактов, они их соотнесли с соответствующими законами и пришли к выводу, что Российская Федерация во главе с ее лидером совершили целый ряд преступлений против человечества в Украине. Сюда относятся убийства мирных жителей в огромном количестве, насильственная депортация, похищение детей, отторжение их от родителей и, в общем-то, их вывоз неизвестно в каком направлении. Это то, что когда-то в средние века делали представители Отtomанской империи, похищая детей, в том числе на территории Украины, с тем, чтобы сделать из них мамлюков. Ну и целый ряд других зверств, которые, ну, я когда слушал, я представляю, как это должны были слушать тонкокожие, в хорошем смысле слова, граждане западных государств, когда Камала Харрис рассказывала об эпизоде, установленном, в котором российская солдатня, речь шла об одном, правда, солдате, изнасиловала 4-летнюю девочку. И, подводя итоги вот короткой рассказу о этих преступлениях против человечества России на территории Украины, Харрис сказала, что несправедливость, правосудие должно восторжествовать. Принцип неотвратимости преступлений должен иметь место, должен состояться. И в этом плане, по ее словам, ведется очень большая работа сейчас по сбору дополнительных фактов, доказательств, с тем, чтобы в конечном итоге все это дело представить перед международным трибуналом. Какой это будет формат этого трибунала, это отдельный разговор. Здесь есть такие мысли, чтобы значительную часть этих кейсов заслушать в судах на территории Украины, это уже после победы, но и над наиболее отъявленными виновниками этих преступлений, то есть верхушки российского руководства, для них сейчас уже рассматривается, ну, прежде всего, такой формат, как Международный уголовный суд. Должен вам сказать, что вот прецедент, когда целый ряд преступников международных были на основании преступления против человечества осуждены, это было на Нюрнбергском трибунале, в ходе которого на основании именно вот этой формулировки преступления против человечества были признаны виновными Кейтель, Геринг, Йодль,
Борман и, очень важно, мне там понравилось, Риббентроп. То есть вся военная верхушка российского руководства и нынешний риббентропище по имени Лавров, они должны помнить, что все, охота началась. Охота началась, потому что, Харрис говорил обо всем этом не как в предположительном плане, а как о работе целенаправленной, которая ведется полным ходом. И если вы помните, месяца 2 назад я вам говорил, ссылаясь на генерала Уэсли Кларка, бывшего командующего войсками НАТО в Европе, большого друга Украины, который ставил задачу скорейшего выдвижения обвинений против Путина, так называемый indictment, то есть официальное обвинение лица в совершении уголовных преступлений. Это еще не осуждение, это вот накануне того, как дело передается в суд. Почему? Потому что вот с тех пор, когда Путину будет сделан вот этот indictment, с тех пор всякие переговоры с Россией о каких-то там территориальных уступках или вообще какой-нибудь соблюдении каких-то интересов Российской Федерации после военном урегулировании, они должны быть полностью проигнорированы до тех пор, пока Путин и его комарили находятся у власти. То есть они сделают их абсолютными изгоями на международной арене. И это очень важно. Итак, моральный аспект – это то, что больше всего трогает западного избирателя. Это то, ради чего западный избиратель, прежде всего американский, может и должен пожертвовать такими соображениями или факторами, как цена на бензин, на бензоколонке, инфляция там и всему тому, и все такое подобное. Следующее, по словам Каррис, это стратегические соображения. Мы об этом знаем, что такое стратегическое соображение. То есть вкратце идея состоит в том, что если позволить Российской Федерации победить или добиться такого урегулирования послевоенного, в результате которого она получит в качестве вознаграждения какую-то часть украинской земли, то произойдет катастрофа. Вот сейчас, с точки зрения американской стратегии, ведется, мы об этом с вами говорили, борьба между силами порядка, основанного на международном праве, и силами хаоса, которые считают, что им можно делать то, что им вздумается. И вот если позволить России победить или оставить за собой какую-то часть украинской земли, то это возымеет эффект домино. И каждый негодяй, каждый автократ или диктатор будет иметь соблазн совершить нечто подобное, и весь миропорядок будет разрушен. Разрушение миропорядка – это разрушение всей экономической системы, в том числе этой Бреттон-Вудской системы, на котором держится не только благополучие экономическое стран Запада, но и благополучие экономическое того же Китая. Единственного более-менее пока союзника России, мы об этом с вами еще поговорим. То есть это все должно быть неприемлемо не только для цивилизованного мира западного, но даже для ближайшего союзника России, Китая. Поэтому необходимо помогать Украине, в том числе для того, чтобы сохранить этот после 1945 года миропорядок, закрепленный в частности на Хельсинских соглашениях, ОБСЕ и так далее. И на этом держится экономическое благополучие, благосостояние всего западного мира. И не только западного. То есть необходимо, хочешь не хочешь, но необходимо помогать Украине. Таким образом, если это все суммировать, то Соединенные Штаты будут помогать Украине столько, сколько необходимо. Никаких красных линий она не прочертила. Никаких уступок России, агрессору, нарушившему международное право, причем перечеркнувшему один из важнейших принципов международного права, принцип запрета насильственного изменения границ, принцип неприемлемости агрессии,
То есть все это делает невозможным никакие территориальные уступки, подарки России в виде того же Крыма и якобы там тех красных линий, которые у Путина там якобы есть. Кстати сказать, помните, я несколько раз говорил о том, что мягкотелые сторонники разного вида договорников с Путиным начинают рассказывать про эти красные линии путинские. Путин, по большому счету, никогда особо и не выдвигал эти красные линии. Да и Российская Федерация. В большем количестве случаев, когда западные, так называемые аналитики и политиканы начинают говорить о красных линиях Путина, это те линии, которые они сами придумали и утверждают, что у Путина якобы они есть в голове. Вот, собственно говоря, что сказала Камала Харрис. Это, так сказать, подводит полный итог над теми дискуссиями, которые разгорелись по течение последней недели, 10 дней, со времен этой памятной статьи «Вашингтон-Пост», которая создала или породила бурю в Вашингтоне. Я так и назвал это свое видео по поводу этой статьи. После этого с важным выступлением после этого с важным сообщением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ну и тут надо понимать, что, конечно, это ближайшие два союзника, Соединенные Штаты, Великобритания. Они координируют свои дипломатические, политические ходы, а также выступления. Что сказал Риши Сунак? Собственно говоря, он подтвердил то, что сказала Камала Харрис. Он был более конкретен. Он сказал, что в нынешней ситуации Украине, то есть в нынешней ситуации Запад должен дать оружие Украине больше в течение нескольких месяцев ближайших, больше, чем за весь прошлый год. И речь идет прежде всего, вот так вот, основные приоритеты обрисовал. Это артиллерия, в том числе дальнобойная. Он сказал, мы поставим. Я вам должен сказать, что это уже в процессе. Итак, артиллерия, в том числе дальнобойная. Речь идет о ракетах Storm Shadow с дальностью, радиусом действия свыше 500 километров. Это без бака, с баком дополнительным до 1000 километров. То есть Британия взяла на себя обязательства. Затем это бронетанковые силы. И, наконец, то, что назвал важнейшим элементом этой триады, это система противовоздушной обороны, при помощи которой будет закрыто небо для того, чтобы защитить вот эти танки и другие бронесилы. Что касается Крыма, он прямо сказал, что Крым – это украинская территория, и Украина имеет право применять в том числе вот эти дальнобойные ракеты, которые ей поставляются, для его освобождения Крыма. То есть перед Российской Федерацией ребром стал вопрос о том, что необходимо убирать оттуда тылы, подальше от линии фронта, от передовой. И это делает позицию Вооруженных сил России накануне предполагаемого, некоторые говорят уже начавшегося наступления, упреждающего наступления российской армии на территории Украины. Как следовало из выступления Сунака, основную роль в защите неба и защите бронетанковых сил Украины в ходе предстоящей весенне-летней кампании будут играть системы ПВО наземного базирования. Но он сказал о том, что необходимо создавать для Украины новые военно-воздушные силы, самолеты. С этой целью начинается подготовка украинских пилотов, с тем, чтобы они, когда придет время, были готовы немедленно сесть за штурвал натовских самолетов. Еще один важный момент, на который он сослался, о том, что Украина рано или поздно вступит в НАТО.
Это займет некоторое время. И вот на этот переходной период, это после достижения уже победы над врагом, должна быть создана система коллективной безопасности, международная система коллективной безопасности, частью которой станет Украина, которая будет гарантировать Украине ее безопасность на переходной период, вплоть до вступления в НАТО. Это нечто такое, что сделала Великобритания, когда Швеция и Финляндия подали заявление на вступление в НАТО, и было опасение, что вот в этот промежуток, пока их будут принимать, хотя это ускоренный процесс, было опасение, что Россия может напасть. И тогда Великобритания подписала с ними двусторонний договор, обязуясь прийти к ним на помощь, фактически, как в НАТО, применить своеобразную статью, 5-ю статью, прийти на помощь в случае нападения какой-то третьей стороны, имелось в виду прежде всего Российская Федерация на Швецию или Финляндию. Ну и на этом фоне сегодня, 19 числа, в Российской Федерации, как объявлено, начинается учение ядерных стратегических сил, причем всей триады. Это военно-воздушные силы, стратегические силы наземного базирования, это ракеты, прежде всего, которые в шахтах, ну и подводные лодки, стратегические подводные лодки. Оценивая, я посмотрел сообщение западной печати, посмотрел сообщение украинской печати, которое было сделано со ссылкой на ГУР, Главное разведуправление Министерства обороны. Вот ГУР высказывал предположение, как это звучало в украинских СМИ, что целью этих учений было воспрепятствовать визиту Байдена в Польшу, который должен состояться, в общем-то, накануне годовщины российского вторжения в Украину. Но тут надо иметь в виду несколько обстоятельств. Первое. Вот эти учения, они проводятся каждые 2 года. Последний раз они проводились в 2021 году. В 2022 году они все время откладывались. Последний раз их отложили до конца 2022 года, они так и не состоялись. Они не состоялись в 2022 году, прежде всего в связи с военными действиями, потому что считалось, если, то есть был действительно напряженный момент в этой войне в Украине, и считалось, что проведение таких учений может сильно дестабилизировать обстановку, ее расшатать и может привести к действительно очень серьезной эскалации. Сейчас почему-то в Москве считают, что спала напряженность своего рода. То есть они считают, что в нынешних условиях проведение таких учений не грозит эскалацией. Связано ли это с намерением сорвать визита Байдена? Тут вопрос простой. Значит, российская сторона, как сообщается, уведомила американцев заранее о проведении этих учений. Это положено делать, и всегда это делается накануне, потому что цель этих учений состоит в любом случае, то ли это Америка проводит такие учения, то ли Россия. Смысл состоит в том, чтобы проверить боеготовность своих сил, и дать возможность противоположной стороне, сопернику или врагу наблюдать за ними и не совершить опрометчивый поступок, не ошибиться. Был такой случай, это было, по-моему, в 82-м, в общем, в начале 80-х годов, все-таки, кажется, в 82-м, когда американцы проводили аналогичное учение, в Кремле запаниковали, думали, что это имитация учения, на самом деле это подготовка к реальному удару по Советскому Союзу, и привели в полную боевую готовность свои ядерные силы. Американцы посчитали, что это Россия готовит упреждающий удар, но, в общем, начался чуть ли не смертельный этот цикл, который мог бы привести к реальному ядерному удару, то ли с одной, то ли с другой стороны. Поэтому Москва заранее уведомила Вашингтон, значит, Пентагон будут наблюдать за этим всем. И весь вопрос в том, когда было сделано это предупреждение из Москвы в Вашингтон. Я так предполагаю, что это должно было быть сделано, недели за 3, наверное, до
сегодняшнего дня, до дня начала. Поэтому имело ли это место, то есть были ли объявлены эти учения для того, чтобы напугать Байдена? Ну, я сомневаюсь. Я думаю, что настоящая цель учений несколько в ином. Значит, что будут представлять из себя эти учения практически? Развернуто командование этими учениями на, так сказать, запасной авиабазе. Будут участвовать в этом, то есть до экипажей подводных лодок, самолетов-ракетоносцев, тех команд, которые управляют ракетами наземного базирования. Они все приведены в повышенную боеготовность. И кульминацией этих учений будет 2 пуска. 2 пуска ракет. Вот в 2021 году тоже было 2 пуска. Там была одна из, по-моему, из подводных лодок, другая межконтинентальная баллистическая ракета, и там возникла нештатная ситуация. То есть что-то с этой МБР, что-то с ней произошло не так, как должно было произойти. И это показательно, потому что, ну, вы понимаете, в ходе этих учений будут сделано 2 пуска, то есть проверена готовность носителей вылететь и донести боеголовку до нужного места. Для этого будет понятно, какие носители, какие ракеты конкретно будут запускаться. Естественно, выберут самые лучшие, на которые больше всего надежд. Проведут профилактические работы всевозможные. В общем, вылежут их, все там поменяют, все, что нужно. Вот эти 2 несчастные ракеты, может, их будут готовить месяц, может, 2 к этому пуску. Их запустят. Но остальные там 1000 и больше ракет, они же не проведут это все. То есть 2 взлетят, а остальные то ли взлетят, то ли не взлетят. Поэтому это такая, знаете, проверка. Это не 100%, это не та проверка, которая дает 100% гарантию. Поэтому это, скорее всего, демонстрация. Вряд ли это для самоуспокоения. Это послать месседж врагу или противнику о том, что мы готовы. Насколько это готово на самом деле, одному Богу известно. Руководить всей этой, значит, операцией, всеми этими учениями будет лично Путин. Я вообще по большому счету считаю, что основная цель этих учений – это своего рода мультик. И основная цель этих учений – еще раз попытаться напугать и, может быть, использовать эти учения для начала широкомасштабного, начала упреждающего контрнаступления или наступления российских войск. То есть показать, что, ребята, лучше с нами не связывайтесь, держите меня 7, вот видите, как я ракеты запускаю. Но очередной раз, значит, продемонстрировать мультик или несуществующую кракозябру под названием Посейдон, на который, кстати, тратится по некоторым данным из России, на нее, на вот эту кракозябру, которая должна в Атлантическом океане переплыть этот океан, подойти к берегам, восточному побережью Соединенных Штатов и взорвать там что-то ужасное. Так вот, по некоторым данным из Мордора, финансирование на вот эту кракозябру уходит больше, на это финансирование уходит больше денег, чем на развитие и ремонт и восстановление всех бронетанковых сил Российской Федерации, которые задействованы в Украине. Ну, то есть игра в мультики продолжается. Учения, которые будут проводиться в этом году по сравнению с 2021, они более узкие. То есть не будет участвовать Тихоокеанский флот. Раньше он всегда участвовал. На этот раз будет участвовать Северный флот, Черноморский флот, Южный и Западный военные округа. Черноморский флот. То есть их
участие Черноморского флота предполагает, что среди кораблей этого флота или подводных лодок должно быть стратегическое ядерное оружие. В Советском Союзе, насколько я помню, такого никогда не было. И я сомневаюсь, что оно есть сейчас. Тактическое, возможно, скорее всего. Но стратегическое я в этом глубоко сомневаюсь. То есть это опять демонстрация в связи с войной с Украиной. Опять это из серии «Держите меня семеро». Ну, вот такая ситуация. Значит, американцы внимательно следят. То есть одно дело – это проводить командно-штабные игры или даже реальные учения с пусками и так далее. То есть одно дело, когда проверяется боеготовность носителей, и совсем другое дело, когда разыгрывается вообще вся война. То есть вытаскиваются эти боеголовки со складов, тащит их туда, где расположены ракеты, одевает их на эти ракеты. Это совсем другая игра. То есть я уверен, что Пентагон внимательно за этим наблюдает. И теперь следим, что будет говорить Пентагон. Пока со стороны американцев не было никаких сообщений о том, что Пентагон приводит свои ядерные силы в повышенную боеготовность. А это свидетельствует о том, что, как и раньше, Путин грозился, топал ножкой, но на самом деле он не совершал ни малейшего действия, которое могло бы послать месседж американцам, что у него действительно серьезное намерение применить ядерное оружие. Следующее интересное, вернее, не столько интересное, сколько важное событие, которое произошло на полях, как говорят нынче, на полях или в рамках, я не люблю выражение «на полях», в рамках Мюнхенской конференции. Это встреча между Тони Блинкеном и Ван И. Ван И – бывший министр иностранных дел Китая. Сейчас он председатель комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая. То есть это человек, который осуществляет надзор над работой Министерства иностранных дел. Он формулирует или помогает товарищу Си формулировать основные направления внешней политики, но осуществляет ее все-таки Министерство иностранных дел и новый министр дел, бывший посол Китая в Вашингтоне. Так вот, значит, встретился Ван И с Тони Блинкеном. Эта встреча, по сведениям, по оценкам аналитиков из Китая, сам факт, что она состоялась после этого скандала с якобы шпионскими шарами, сама встреча свидетельствует о том, что обе стороны хотят как-то так это дело замять, ограничить негативное влияние этого скандала и как-то так побыстрее нормализовать отношения. Это, так сказать, плюс. Но плохо, что встретился именно Тони Блинкен и Ван И, потому что отношения между ними не сложились давно. В прошлом году, если вы помните, они встречались, там делегация была Госдепартамента, затем китайская делегация, они повстречались в Аляске, якобы для диалога. Вместо этого все закончилось чуть ли не бранью, во всяком случае, словесной перепалкой, ни к чему не привела. То есть между ними нет как-то так нормальных личных отношений. Ну и этот фактор сыграл свою роль в том, в каком ключе прошла эта беседа. Все началось опять с шаров. Кстати, напомню о шарах. 4 шара, один сбит, самый первый. Им занимается ФБР, по-прежнему там изучают ту аппаратуру, которую удалось спасти или найти на месте крушения. Но
американская сторона настаивает, что то, что уже удалось обнаруживать, свидетельствует о том, что это шпионский шар. Что касается 3 других, то там не нашли, во-первых, никакой шпионской аппаратуры, а во-вторых, никаких признаков того, что эти шары принадлежат Китаю или какой-либо другой враждебной стране. Тем не менее, значит, Джо Байден накануне сказал, что не извиняется перед Китаем за то, что сбили этот шар, а китайцы требовали извинения, чуть ли не компенсации. А на этот раз Ван И сказал, что он не извиняется за то, что этот шар там залетел на американскую территорию. Вот с этого все это и началось. Причем встреча состоялась перед тем, как Ван И уже выступил на Мюнхенской конференции, где он обозвал реакцию Соединенных Штатов на этот шар абсурдной и истеричной. Ну, 2 не самых хороших дипломатических термина, и они, конечно, не могли пройти без внимания, остаться без внимания американской стороны. Нужно отметить, что содержание этих разговоров в американских средствах массовой информации и затем западных, она многократно превышает то, что было сказано по этому поводу постфактум в средствах массовой информации Китая. Там официальное агентство Синьхуа, государственное, посвятило этому всего 2 абзаца, и они были совершенно нейтральные. Ну, там, значит, сообщалось, что встреча прошла по просьбе американской стороны, и Ван И в ходе этой встречи выразил торжественную позицию Китая по поводу этих шаров. Точка. Все. Но самое интересное там, с моей точки зрения, я уверен, и для вас, дорогие друзья, был не этот шар, а то, что затрагивало отношения, вернее, то, как американец Тони Блинкен воспринял намерения Китая в отношении России, что касается войны в Украине. А именно, по результатам этой встречи Тони Блинкен сказал, что у него возникло впечатление, то есть запомним, что это еще впечатление, это не то, что ему сказал Ван И, о том, что Китай может приступить или может начать поставлять в Россию летальное оружие. До сих пор Китай в этом замечен не было. Отмечается, что до сих пор Китай и вот в настоящее время вроде бы поставляет обмундирование, то есть одежду для российских солдат, видимо, на зимний период, и вроде бы бронежилеты, но это еще не подтверждено. Ну и помимо этого покупают нефть, газ, но это никак не запрещено. То есть китайцы не покупают это выше по ценам ниже $60, выше потолка, который был установлен Евросоюзом и странами «семерки». А вот теперь у Тони Блинкена возникло такое подозрение, что речь может пойти о поставке боезапасов, снарядов, а также систем вооружения, летальных систем вооружения. В этой связи Тони Блинкен очень жестко дал понять, но не то, что дал понять, а сказал ему чуть прямым текстом китайскому своему визави о том, что это будет, если Китай это сделает, это будет иметь самое негативное последствие для Китая. После этой встречи, значит, Ван И имел целый ряд таких же встреч с представителями ряда западноевропейских государств. В частности, это Анна-Лена Бербок, с представителем Италии, затем Франции, и, по-моему, Великобритании. Насчет Великобритании не уверен. Речь шла, и там же везде поднимался этот вопрос о гипотетической возможности поставки Китая летального оружия Российской Федерации, а также обсуждался
анонс, сделанный Ван И в ходе его выступления в Мюнхене, о том, что Китай буквально на этой неделе, которая начнется завтра, представит общественности свой план урегулирования войны между Россией и Украиной. Причем он назвал, в детали он не ударялся, он назвал основные, фундаментальное положение этих предложений, среди которых был суверенитет, территориальная целостность, ну и уважение озабоченности в области безопасности всех заинтересованных сторон. То есть первые два – это, безусловно, позиция Украины, суверенитет, территориальная целостность, то есть Россия должна убираться. А третий – это что-то вроде в унисон российским пожеланиям и ультиматума, выдвинутого в ноябре 2021 года, о том, что НАТО слишком близко подошло, и надо какие-то там гарантии дать или что-то сделать, чтобы Россия успокоилась. Ван И по-прежнему туманно отвечал на эти вопросы, в детали не вдавался, и будет интересно об этом услышать. Вполне возможно, мы услышим это уже в понедельник, когда прямо из Мюнхена Ван И отправляется в Москву, где будет вести соответствующие переговоры. Возможно, там и будет анонс этой идеи. Ну и аналитики российские хотят надеяться, что это будет, кульминация двусторонних отношений между Китаем и Российской Федерацией. Потому что Россия, она все пыжится, она все хочет показать на международной арене, что у нее есть мощный союзник, который действительно серьезно помогает. Пока этого не наблюдалось. Вот интересно, что произойдет теперь. Договорятся ли они что-то? И если договорятся, тогда вполне возможно, это опять-таки, это исходит исключительно из утечек из Москвы. Там очень надеются, что состоится личная встреча между Путиным и Си Цзиньпином. Путину нужно это позарез. Там уже масса утечек было со стороны России, что это обязательно будет. Со стороны Китая, должен вам сказать, пока ни разу не было никакого подтверждения о том, что не только о том, что эта встреча состоится, но не было подтверждения даже о том, что работа ведется в направлении организации такой встречи. Я не думаю, на основании того, что я читал в китайских СМИ в течение регулярно, я делаю это регулярно в течение всего хода российской агрессии против Украины, я не думаю, что Китай был бы очень заинтересован проводить эту встречу сейчас, и тем более, чтобы Китай был готов начать оказывать летальную помощь Российской Федерации. Но, к сожалению, происходят события иногда неожиданные. То есть они настолько неожиданные, что люди, верующие в конспирацию, могут заподозрить, что это кто-то сделал специально, намеренно, чтобы создать такую ситуацию, когда Китаю некуда деваться, кроме как бросаться или принять Путина в свои объятия. Я имею в виду вот этот шар. То есть тут просто напрашивается, что это российские спецслужбы или российское Министерство обороны запустило этот шар. А там еще было, помимо этого, еще 3 шара для того, чтобы создать такую ситуацию, когда Китаю некуда деваться, кроме как объединиться с Путиным. Но в эту теорию я категорически не верю. Это просто нехорошее событие, как полет Пауэрса. Чем-то мне это напоминает. Полет Гэри Пауэрса на У-2 1 мая, когда он сбит был в районе Свердловска. Это произошло буквально накануне встречи в верхах между Хрущевым и американским президентом. После этого, ситуация полностью вышла из-под контроля. Хрущев бесновался,
позволял себе убийственные фразы на уровне, в общем, дворового подмастерья. Ну и вот все это пошло в двусторонние отношения, которые имели тенденцию, все надеялись, что вот-вот они улучшатся, они просто взяли и рухнули. Хочется надеяться, что так не произойдет сейчас из-за вот этого шара. Ну, в общем, внимательно смотрим за визитом Ван И в Москву. Все-таки наиболее осторожные американские аналитики и китайские аналитики одновременно, значит, они все-таки полагают, что Китай не пойдет на оказание летальной помощи России. А это, я считаю, самое главное. Конечно, было бы очень хорошо, если бы встреча совсем бы не состоялась. Но если она даже состоится и будет иметь просто пропагандистский эффект для Путина, ну и бог с ним. Это можно будет пережить. Сейчас самое главное другое. Вот почему я думаю, сейчас мы вернемся к этим учениям. Вот сейчас перед нами буквально есть неделя. Критическая, я считаю, это неделя. Это неделя, после которой, по идее, на территории Украины должна начаться весенняя распутица. И которая затруднит действия, значит, наступательные действия, в том числе машин, в том числе бронетехники. Если Россия хочет действительно совершить упреждающий удар, то ей нужно это делать вот за эту последнюю неделю. У меня есть такое опасение, что для этого и приурочены вот эти учения, которые могут как бы запустить этот механизм начала крупномасштабной российской операции. Это по идее. Но с другой стороны, то, что наблюдает американская разведка вокруг Украины с российской стороны, там нет такой концентрации войск, которая бы позволила это сделать. То есть ситуация такая амбивалентная. Вот, может быть, поэтому Москва и прибегает опять к угрозам, этим ядерным угрозам, потому что больше ответить фактически нечем. То есть Украине нужно пережить как-то эту неделю, выдержать, потому что потом начнется распутица, мы так все надеемся. А тем временем должно подоспеть вот все это западное оружие, оно идет полным ходом, должна закончиться подготовка соответствующих экипажей, пехоты украинской, которая будет действовать в новых комбинированных маневренных операциях. И когда эта распутица закончится, то тогда Российская Федерация встретится со всеми другими ВСУ. И тогда пойдет совсем другая война. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу конечную победу. До новых скорых встреч!